Школьник по имени Ваня Майоров шел через железнодорожные пути. Он возвращался от своего товарища. По такой дороге Ваня шел уже не впервые, но на этот раз его взгляд приковал к себе картонный коробок. Наверное, большинство людей прошли бы мимо, но только не этот мальчик. В коробке лежала собака и не шевелилась. Ваня подумал, что она не дышит. Однако потом он посмотрел более внимательно и понял, что животное не умерло. Как зовут собаку, как она оказалась в такой ситуации, об этом думать было некогда. Ваня позвонил в ветеринарную больницу. Оказалось, она единственная в городе. Идти до клиники нужно было 5 километров, но это не напугало Ивана. Он взял пса и понес его на руках. Волонтеры дали собаке кличку Феня. Иван рассказал журналистам следующее. Сначала я подумал, что она мертва. Потом присмотрелся, дышит. Нес на руках 5 километров. Несколько раз останавливался, чтобы отдохнуть, ведь Феня тяжелая. Пока Иван нес собаку, она ни разу не пришла в себя. Феня была в коме. По прибытию в клинику Феню сразу поместили в реанимационное отделение. Мальчик даже оплатил лечение собаки. Он очень хотел, чтобы ей спасли жизнь. Тяга к жизни у этой собаки просто поражает. Медики сказали, что тот факт, что Феня перенесла дорогу, находясь в столь тяжелом состоянии, истинное чудо. У Фени были многочисленные травмы головы, обнаружены повреждения глазницы, травмированные конечности. Специалисты сделали вывод, что Феню избивали. Иначе такие травмы объяснить нельзя. Специалисты сделали все возможное, чтобы спасти Фене жизнь. Они наложили гипс на переломы, нормализовали давление. Через 2 недели Феня уже самостоятельно принимала пищу и пила. На данный момент собака живет у Вани. К Фене относятся с любовью и заботой. Однако хирург, который лечил собаку, говорит, что рефлексы Феньки, возможно, не станут прежними никогда. Причина – неврологические нарушения. Сейчас собака уже привыкла к Ване. Она реагирует на ласку и ведет себя так, что можно понять, собаке комфортно и спокойно. Также Феня подружилась с карликовым пинчером, который живет в доме. Его тоже спас Иван. Щенка бросили в безлюдном месте, но Ваня, как всегда, подоспел вовремя. К счастью, с каждым днем состояние Фени улучшается. Хочется верить, что с ней все будет хорошо. В доме этой семьи царит атмосфера любви и уюта. Поэтому мы убеждены, что Фене там хорошо.